Он вошел в самолет последним, в рваной куртке, с потухшим взглядом и прошлым, которое давно хотел забыть. Для пассажиров он был просто бездомным, случайно оказавшимся на борту. Его звали Джек Миллер, и билет в Бостон он получил от благотворительного фонда, обещавшего новую жизнь. Никто не знал, что когда-то он был пилотом ВВС, потерявшим все из-за одной ошибки и бутылки виски. Полет начинался спокойно, но спустя несколько часов небо разверзлось. Молнии вспарывали тьму, турбулентность бросала самолет, будто бумажную игрушку. Внезапно в динамиках прозвучал крик: «Капитан без сознания, управление потеряно». В отчаянии стюардесса спросила, есть ли среди пассажиров пилот. Молчание длилось вечность. И вдруг с заднего ряда поднялся тот самый мужчина в изодранной куртке. Все взгляды обратились на него, недоверчивые, настороженные. Но Джек не искал внимания. Он просто сказал несколько слов: «Пилот Национальной гвардии», и прошел к кабине. Там, среди мигающих приборов и звуков тревоги, он увидел знакомую картину: штурвал, радар, паника. Молодой второй пилот едва держался, руки дрожали. Джек не сел сразу за управление. Он говорил спокойно, отдавая короткие команды: удерживать курс, стабилизировать высоту, не поддаваться шторму. Его голос возвращал уверенность, а тело двигалось по памяти, как будто годы не прошли. Молнии ослепляли, приборы сходили с ума, но постепенно хаос начал уступать место контролю. Джек заметил узкий просвет в грозовых облаках, единственный шанс. Он отдал команду снижаться. Самолет дрожал, кричали двигатели, но курс выровнялся. Через несколько минут пассажиры почувствовали, они летят ровно. В салоне стало тихо. Люди впервые за весь полет выдохнули. Когда сквозь серое небо показались огни Бостона, Джек понял, что они спасены. Колеса коснулись мокрой полосы, и аплодисменты прокатились по салону. Плач, смех, объятия, сотни людей благодарили судьбу. Никто не верил, что их спас человек, которого еще утром обходили стороной. Репортеры уже ждали у выхода, вспышки камер ослепляли. Но Джек не стал героем. Он лишь сказал тихо: «Я просто сделал то, что должен», и ушел прочь, растворяясь в утреннем тумане. Этой ночью небо испытало его снова и позволило искупить старые ошибки. Когда гроза стихла, а самолет вернулся на землю, Джек Миллер перестал быть просто бездомным. Он стал человеком, который однажды встал, когда никто другой не смог.